Шокирующий момент, которого никто не ожидал. Чингук внезапно сорвался на глазах у сотен фанатов в аэропорту. И в считанные секунды Ви Тэхён бросился к нему, крепко обнимая его, пока вся толпа разразилась криками. Что произошло за эти эмоциональные несколько секунд? И почему Чингук потерял контроль? Оставайтесь со мной, потому что правда, стоящая за этим моментом, может изменить все, что вы думали о силе их связи. Толпа в аэропорту уже была шумной, но все изменилось в тот момент, когда Чингук прошел через раздвижные двери. Камеры вспыхивали со всех сторон. Фанаты кричали его имя. Тем не менее, в его походке было что-то не так. Его плечи были напряжены, голова слегка опущена, и обычного сияющего выражения, которое он носил, не было и в помине. Охрана образовала вокруг него плотный круг, но ничто не могло защитить его от тысяч глаз, следящих за каждым его движением. Сначала люди предположили, что он просто устал. Но потом это случилось. Его шаги замедлились, дыхание сбилось, и внезапно Чингук полностью остановился, поднеся руку к лицу, как будто пытаясь скрыть уже текущие слезы. Весь аэропорт замер. Фанаты ахнули, некоторые замолчали, другие тоже начали плакать, не понимая, чему они стали свидетелями. Это был не айдол-момент. Это был человеческий момент, обнаженный, уязвимый и совершенно незапланированный. Чингук пытался взять себя в руки, но волна эмоций была слишком сильной. И тут, почти как по велению судьбы, появился Тэхён. Он прибыл через противоположные ворота, ожидая обычного перехода. Но в ту же секунду, как он заметил борющегося Чингука, все его выражение лица изменилось. Без колебаний Ви двинулся сквозь толпу, игнорируя камеры, игнорируя шум. Его глаза не отрывались от Чингука, и срочность в его шагах заставила фанатов понять, что происходит что-то серьезное. Когда он наконец добрался до него, Тэхён положил твердую руку на плечо Чингука, слегка наклонившись, чтобы посмотреть ему в глаза. Дыхание Чингука дрогнуло, и прежде чем кто-либо успел это осознать, он наклонился вперед, уткнувшись лицом в грудь Тэхёна. Аэропорт взорвался, но не от восторга, а от шока и горя. Фанаты кричали, некоторые в неверии, другие выкрикивали их имена, умоляя узнать, все ли с ним в порядке. Тэхёна не волновали камеры, снимающие каждый ракурс. Его руки обхватили Чингука с такой силой, которая казалась защитной, почти отчаянной. Он прошептал что-то, что мог услышать только Чингук, что-то мягкое и успокаивающее. И медленно дрожащее дыхание Чингука начало успокаиваться. Но даже когда он взял себя в руки, эмоции в его глазах остались. Боль, истощение, что-то глубокое, что он сдерживал слишком долго. Тэхён держал одну руку на спине Чингука, уводя его прочь от толпы, защищая его, как мог. Фанаты продолжали кричать, но теперь их голоса смешивались с беспокойством, замешательством и волной сочувствия настолько сильной, что, казалось, она отдавалась эхом в стенах аэропорта. Даже репортеры, готовые выкрикивать вопросы, молчали, чувствуя, что этот момент не предназначен для эксплуатации. Он предназначен для понимания. Пока они двигались к частному выходу, Чингук крепко держался за рукав Тэхёна, словно боясь, что снова рухнет. Тэхён не отпускал его ни разу. И хотя камеры запечатлели все, мир все еще не знал, что вызвало срыв Чингука. Все, что они видели, это то, как Тэхён бросился к нему, не раздумывая. То, как он обнял его, как человек, который точно знал, насколько ему больно. И то, как Чингук, казалось, черпал силу из этого единственного объятия. Что бы ни произошло до аэропорта, какой бы груз ни нес Чингук, было ясно, что он больше не мог нести его один. А Тэхён, ни на мгновение не колеблясь, решил нести его вместе с ним. Коридор, ведущий в частный зал ожидания, был тихим, но тишина ничуть не ослабляла тяжести в воздухе. Дыхание Чингука теперь было более ровным,
но его глаза оставались отстраненными и рассеянными, как будто он все еще был заперт в моменте, который сломил его на глазах у всех. Тэхён держал руку вокруг него, мягко направляя, говоря только тогда, когда это было необходимо, используя самый спокойный тон, на который он был способен. Охранники шли впереди, но даже они время от времени оглядывались, не понимая, чему именно они только что стали свидетелями. Дверь в приватную комнату закрылась за ними с тихим щелчком, отрезав хаос аэропорта. Внутри атмосфера была теплой, приглушенно освещенной, что резко контрастировало с ослепительными вспышками и оглушительными криками, от которых они только что сбежали. Чингук опустился на диван, локти на коленях, руки закрывали лицо, когда он дрожаще выдохнул. Тэхён без колебаний опустился на колени перед ним, положив одну руку на колено Чингука, снова заземляя его. На мгновение ни один из них не говорил. Воздух был густым от незаданных вопросов. Вопросов, которые Тэхён отчаянно хотел задать, и вопросов, на которые Чингук не знал, как ответить. Наконец, Чингук опустил руки. Его глаза были красными не только от слез, но и от истощения, которое было глубже, чем недостаток сна. Он посмотрел на Тэхёна с уязвимостью, которую редко кому показывал. «Мне жаль», – прошептал Чингук. Его голос был надломленным. Тэхён мгновенно покачал головой. «Не извиняйся», – тихо сказал он. Его глаза были твердыми и искренними. «Тебе разрешено иногда ломаться». Эти слова ударили по Чингуку сильнее, чем ожидал Тэхён. Его плечи снова задрожали, но на этот раз слезы не потекли. Это был тот вид эмоционального срыва, который наступает после того, как слишком долго держишься. После того, как притворяешься, что все в порядке, даже когда давление нарастало месяцами. Тэхён мягко сел рядом с ним, и Чингук инстинктивно прислонился к нему. Не потому, что он был слаб, а потому, что в тот момент Тэхён был единственным человеком, рядом с которым было достаточно безопасно, чтобы позволить себе развалиться. «Это что-то, что произошло раньше?» – спросил Тэхён через мгновение. Его голос был тихим и осторожным. Чингук тяжело сглотнул. Он колебался, словно искал нужные слова или, может быть, пытался решить, стоит ли делиться правдой или скрыть ее. «Это все», – наконец пробормотал Чингук. «Графики, давление, ожидания. Я думал, что справлюсь, но сегодня, когда я вышел и увидел всех этих людей, меня это просто накрыло сразу. Я не мог дышать». Тэхён слушал, не перебивая. Чингук редко так открывался. Он был сильным, тем, кто продолжал улыбаться, кто работал усерднее всех, кто прятал свое истощение за шутками и смехом. Но теперь маска соскользнула, и Тэхён мог видеть вес, который молча давил на него. «Чингук», – мягко сказал Тэхён, его голос содержал твердость, исходящую от искренней заботы. «Тебе не нужно нести все это в одиночку. Никогда не нужно». Чингук на мгновение закрыл глаза, медленно вдыхая, позволяя словам проникнуть внутрь. Он положил голову на плечо Тэ, и Тэхён немедленно положил руку на затылок Чингука, успокаивая его, как он делал бесчисленное количество раз раньше. Но на этот раз это ощущалось по-другому, более отчаянно, более необходимо. Они оставались так несколько минут, не двигаясь, не разговаривая, просто разделяя тишину, которая делала все менее подавляющим. За пределами комнаты продолжалось безумие. Твиты взрывались, видео распространялись как лесной пожар, фанаты требовали ответов, спекуляции нарастали с каждой секундой. Но внутри тихого зала ожидания ничто из этого не имело значения. Был только Чингук, уставший и страдающий, и Тэхён, стойкий и непоколебимый, отказывающийся позволить ему столкнуться со всем этим в одиночку. Медленно Чингук поднял голову, его глаза смягчились, благодарность сияла сквозь истощение. «Спасибо», – тихо сказал он. Тэхён подарил ему небольшую, успокаивающую улыбку.
Всегда. И в этом простом слове Чингук почувствовал то, чего не чувствовал долгое время. Облегчение. Тишина в частном зале ожидания оставалась, как защитный щит, окутывая их. Пока Чингук медленно брал себя в руки, он вытер остатки влаги под глазами, но его голос все еще был хрупким, когда он снова заговорил. «Я не хотел, чтобы кто-то видел меня таким», – прошептал он, глядя в пол, как будто в нем были все ответы, которых у него не было. Тэхён придвинулся ближе, его тон был мягким, но уверенным. «Люди иногда забывают, что ты человек, но я – нет». Челюсть Чингука напряглась, не от гнева, а от того разочарования, которое возникает от попыток быть сильным слишком долго. Он сжал руки, его костяшки побелели. В тот момент, когда я вышел, я почувствовал, как каждое ожидание, каждый комментарий, каждое давление, которое я пытался игнорировать, обрушилось на меня сразу. Я не мог дышать. Выражение лица Тэхёна смягчилось еще больше. Он слишком хорошо знал это чувство. Невидимый вес, который мир возложил на их плечи. Ожидание всегда улыбаться, всегда выступать, всегда быть идеальным, даже когда они ломаются изнутри. Не раздумывая, Тэхён протянул руку к руке Чингука, мягко разжал его крепкий захват и крепко сжал ее. Чингук не сопротивлялся. На самом деле, в тот момент, когда пальцы Тэхёна переплелись с его, Чингук выдохнул воздух, который, как он не осознавал, он задерживал, это заземлило его. Это напомнило ему, что он не одинок. «Тебе не нужно притворяться со мной», – тихо сказал Тэхён. «Не сегодня и не когда-либо». Искренность в его голосе заставила грудь Чингука сжаться. Не от боли, а от всепоглощающего комфорта, который он так давно не чувствовал. Чингук поднял взгляд, встречаясь глазами Тэхёна. Связь между ними была тихой, устойчивой, сильной таким образом, что слова не могли описать. Это было то понимание, которое не нуждалось в объяснениях. За пределами комнаты они слышали слабые отголоски. Охрана координировала передвижение, персонал шептал новости, приглушенный рев фанатов, все еще собиравшихся, пытаясь понять, что произошло. Но внутри время будто остановилось. Чингук откинулся на диван, позволяя телу утонуть в подушках. «Что, если люди снова начнут что-то предполагать?» – спросил он, его голос был тихим и неуверенным. «Они всегда берут такие моменты и искажают их во что-то другое». Тэхён обдумал его слова, затем медленно покачал головой. «Пусть предполагают, что хотят. Ничто из этого не имеет большего значения, чем то, что ты в порядке». Чингук посмотрел на него, удивленный тем, как уверенно он это сказал. Тэхён обычно не был таким прямолинейным, но сегодня он был непоколебим. «Ты напугал меня, знаешь ли», — признался Тэхён, слегка откидываясь назад, но держа их руки соединенными. «Когда я увидел, как ты так остановился, я не думал. Я просто двинулся». Губы Чингука изогнулись в самый слабый намек на улыбку. «Ты всегда так делаешь». «Да, ну», – пробормотал Тэ, пытаясь преуменьшить серьезность, хотя его глаза выдавали его. «Кто-то должен за тобой присматривать». Чингук издал тихий смешок. Тихий, уставший, но настоящий. И один только этот звук заставил плечи Тэхёна расслабиться. Мало-помалу напряжение Чингука спало, буря внутри него утихла под устойчивым присутствием Тэхёна.